Всем привет! Меня зовут Вероника, и сегодня я для вас подготовила вот такие вот интересные, очень простые слитки в виде коротеньких носочков. Вяжутся они несложно, а выглядят очень красиво. Данные слитки вяжутся на двух чулочных спицах. Пряжу я использовала Alizella на Gold Classic. Метраж данной пряжи в 100 граммах 240 метров. Состав: 51% акрила и 49% шерсти. Вязала спицами 3,5 мм. Прежде чем приступить к вязанию таких вот слитков, давайте разберемся с принципом их вязания. Слитки вяжутся из такой вот заготовки. Я свои слитки вязала на размер ножки 35-36, но по данному видео вы сможете их связать на любой размер ноги. Изначально я вывязывала небольшую резиночку, затем подъем, и дальше обычным ровным полотном это мой мысок и подошва. На резинку я набирала 46 петель. Смотрите, резинка эластичная, на ножке сидит не туго. Но если у вас сильно большой размер, можете на резинку набрать 50 петель, чтобы дальше хорошо ложилась резинка в ваш узор. Резиночку я вязала 6,5 сантиметров. Но если вы захотите вашу резиночку связать повыше, вяжите повыше. Здесь резинка на ваш носочек не влияет. Главное, чтобы это вам нравилось. Далее я начала вывязывать подъем моего слитка. И подъем примерно у меня составляет 3,5 сантиметра. Подъем вместе с резинкой 10 сантиметров. И дальше получается обычным ровным полотном мы вяжем это наш мысок и подошва. И именно вот это вот длинное полотно регулирует размер вашей ножки. Самый простой способ, как отрегулировать длину этого полотна, это примерять на свою ножку. Но если вдруг у вас нет возможности данный носочек примерять на ногу, можно рассчитать для любого размера длину вот этой вот заготовки. Я свои слитки вяжу на размер ножки 35-36. Я возьму значение 36 размера. И для 36 размера длина моей стопы составляет 23 сантиметра. Я сбоку оставлю таблицу, где для каждого размера ножки соответствует своя длина стопы. И далее я 23 сантиметра делю на две части. И это у меня получается 11,5 сантиметра. Смотрите, для чего я это делаю. Если взять манекен ножки, вот получается наша стопа, это наш мысочек. И примерно наш мысочек составляет половина длины нашей стопы. Поэтому на мысочек я должна вывязать 11,5 сантиметров и на подошву 23 сантиметра. Если сложить эти два значения, 11,5 сантиметров плюс 23 сантиметра, и это у меня получается 34,5 сантиметра. То есть мое полотно должно получиться 34,5 сантиметра. Но я люблю, чтобы мой следочек по ножке сидел плотненько. И поэтому я отниму от этого значения 1 сантиметр. И получается, я свою заготовку, вот эту вот длинную часть, буду вывязывать 33,5 сантиметра. Вы также можете рассчитать по данной формуле, сколько вам нужно вывязывать эту заготовку для своего размера ноги. Либо примеряйте на свою ножку и более точно будете ориентироваться, хватает вам этой заготовки, либо вам нужно связать больше, либо меньше в длину. В данных носочках идет один шов по одной стороне. Швы очень красивые, аккуратные, совершенно незаметные. Второй получается шов по второй стороне идет. Третий шов сразу, когда заканчивается наша подошва. И четвертым швом мы сшиваем подъем и резинку. Слитки я вяжу вот таким вот интересным узором.
Узор очень простой, идет на основе резинки 1 на 1, а выглядит очень красиво. Раппорт данного узора составляет всего 4 ряда. Если вам понравилась данная модель слитков, предлагаю ее связать вместе со мной. Берем пряжу, спицы и приступаем к вязанию. На 2 спицы обычным способом набора с помощью длинного хвоста я буду набирать 46 петель. Данные 46 петель набирайте для любого стандартного взрослого размера ноги. Если вдруг у вас большой размер, тогда можете набрать не 46 петель, а 50. И после того, как все петли набраны, приступаем к вязанию резинки. Первый ряд у нас будет идти по изнаночной стороне. Первую кромочную петлю я на протяжении всего вязания буду снимать, не провязывая. Далее вяжем 1 лицевая петля, 1 изнаночная, 1 лицевая, 1 изнаночная. 1 лицевая, 1 изнаночная. И таким образом, чередуя 1 лицевую и 1 изнаночную петлю, мы вяжем далее полностью все наши петли. Будет получаться резиночка 1 на 1. Довязываем до конца ряда самостоятельно. В самом конце у нас последняя петля на протяжении всего вязания будет провязываться изнаночной, так как она у нас будет постоянно кромочной. Второй ряд у нас идет по лицевой стороне. И видите, по краю, по лицевой стороне у нас вот такая вот красивая косичка. По изнанке вот такие вот узелочки получаются. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая, и далее вяжу все петли по рисунку. То есть 1 лицевая, 1 изнаночная, резиночка 1 на 1. Таким образом довязываем второй ряд. Далее переворачиваем вязание и также вяжем резинку 1 на 1. Все петли вяжем по рисунку, как они расположены, так мы и вяжем. Получается, также провязываем самостоятельно по изнаночной стороне третий ряд. И у нас с вами будет провязано 3 ряда ниточкой горчичного цвета резинки 1 на 1. Я провязала самостоятельно, получается, уже 3 ряда ниточкой горчичного цвета. Далее будем присоединять ниточку, в моем случае белого цвета, и будем 2 ряда, 1 лицевой, 2 изнаночный, провязывать нитью белого цвета. Прикладываем ниточку белого цвета, никаких узелочков мы не завязываем, просто этот кончик потом спрячем по изнаночной стороне самостоятельно. Получается, первая петля, тогда когда у нас меняется цвет, провязывается лицевой. И далее, как обычно, мы вяжем все петли по рисунку. 1 лицевая петля, 2 изнаночная, 1 лицевая, 2 изнаночная, 1 лицевая, 2 изнаночная. И таким образом мы вяжем далее, чередуя 1 лицевую и 1 изнаночную петлю. Получается, довязываем полностью первый ряд ниточкой белого цвета, и по изнаночной стороне второй ряд также ниточкой белого цвета мы также вяжем самостоятельно все петли по рисунку. Как располагаются у нас петли, так мы и вяжем. У нас получается обычная резиночка 1 на 1. Встретимся, когда провяжем ниточкой белого цвета 2 ряда. 2 ряда я ниточкой белого цвета провязала. Рабочие ниточки никакие мы не обрезаем. Далее просто их будем не присоединять, а поднимать с этого края. После того, как мы провязали 2 ряда ниточкой белого цвета, далее я обратно буду присоединять ниточку уже синего цвета и 2 ряда провяжу нитью синего цвета. Прикладываю также ниточку, узелочков никаких я не завязываю. Первую петлю при смене цвета я провяжу лицевой, и далее вяжем все петли по рисунку резинкой 1 на 1.
Таким образом мы довязываем один ряд синим цветом по лицевой стороне самостоятельно и второй ряд также ниточкой синего цвета по изнаночной стороне также самостоятельно. Встретимся, когда провяжем синим цветом 2 ряда. 2 ряда ниткой синего цвета я провязала, и сейчас мы, получается, будем повторять данные цвета. Дополнительные цвета больше добавлять не будем. Получается, дальше у нас будет провязываться 2 ряда ниточкой горчичного цвета, 2 ряда белого и 2 ряда синего. С этой стороны у нас располагаются все наши рабочие ниточки. Получается, далее нам нужно поднять нить горчичного цвета. Я беру рабочую свою ниточку, делаю ее, чтобы она у меня получилась на уровень моего вязания. И дальше буду вязать этой ниткой 2 ряда. Далее обратно, если нам нужно поднять ниточку белого цвета, беру с этого края рабочую ниточку белого цвета и вот таким вот образом далее продолжаю вязать. Если посмотреть на готовом моем слитке, у меня здесь провязано 3 ряда ниточкой горчичного цвета. Эту полосу мы с вами вывязали. 2 ряда белым и 2 ряда синим цветом. Далее обратно повторяем. 2 ряда горчичным цветом, 2 белым, 2 синим. 2 горчичным и 2 белым. Всего у меня здесь полос получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 полос. Но вы данную резиночку делаете на такую высоту, которая вам нравится. Встретимся, когда вывяжем всю резиночку. Мы с вами вывязали основную высоту моей резинки. У меня в резинке получилось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 полос. В начале идет в полосе 3 ряда, во всех остальных по 2 ряда. Моя резиночка примерно вот составляет 6 сантиметров. И далее, после того, когда мы вывязали с вами резинку, мы с вами будем вывязывать подъем носочка. Наш подъем вывязывается тем же узором, которым мы будем вывязывать основной наш носочек. Берем ниточку синего цвета. Первую кромочную петлю я провяжу лицевой, так как у меня идет смена цвета. И далее начинается раппорт нашего узора. Провязываем лицевая петля, изнаночная и лицевая. Далее рабочую ниточку располагаем перед вязанием и переснимаем вот эти вот 3 петли с правой спицы на левую. Первая, вторая и третья. Далее правой спицей подхватываем рабочую ниточку и вот таким вот образом обвиваем вот эти вот 3 петли. И теперь вот эти 3 петли обратно переносим на правую спицу. У нас получился вот такой вот виточек. Вот эту вот рабочую нить мы затягиваем хорошо. И далее провязываем 1 изнаночная петля. Вот эти вот 4 петли составляют раппорт узора в ширину. Давайте еще раз повторим. Провязываем первая лицевая, вторая изнаночная, третья лицевая. Теперь рабочую ниточку располагаем перед вязанием и переснимаем 3 вот этих вот провязанные петли на левую спицу. Рабочую ниточку подхватываю правой спицей и обвиваю данные 3 петли. Теперь обратно 3 петли переношу на правую спицу. Ниточку затягиваем хорошо и далее провязываем 1 изнаночная петля. Мы с вами вывязали второй раппорт нашего узора и повторяем так далее. Лицевая, изнаночная, лицевая. Рабочая ниточка перед работой располагается, переснимаем данные 3 петли на левую спицу, подхватываем правой спицей рабочую нить и 3 петли обратно переносим на правую спицу. Хорошенько затягиваем рабочую нить и провязываем 1 изнаночная петля.
И таким образом провязываем далее до конца ряда. В самом конце мы с вами провязали, получается, 4 петли раппорта. Последняя кромочная петля провязывается изнаночной. Первый ряд данного раппорта узора мы провязали по лицевой стороне. Переворачиваем наше вязание на изнаночную сторону и сейчас будем провязывать второй ряд раппорта узора. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая, и далее вяжем 1 лицевая, 2 изнаночная, 1 лицевая, 2 изнаночная. И таким образом, чередуя 1 лицевую и 1 изнаночную петлю, мы провязываем весь ряд до конца. Вяжем, получается, все петли по рисунку, как они у нас располагаются, так мы и вяжем. Третий ряд данного раппорта узора мы провязываем, получается, по лицевой стороне уже ниточкой горчичного цвета. Первую кромочную петлю я провяжу лицевой, так как у меня идет смена цвета. И далее провязываю 1 лицевая и 1 изнаночная петля. И после этих двух петель мы начинаем вывязывать раппорт узора. Это делается для того, чтобы наши переплетения располагались в шахматном порядке. Получается, провязываем 1 лицевая петля, 2 изнаночная, 3 лицевая. Располагаем рабочую ниточку перед работой, переносим на левую спицу данные 3 петли, обвиваем эти 3 петли рабочей нитью и обратно переносим на правую спицу. Ниточку хорошо затягиваем и провязываем далее 1 изнаночная петля. Вот эти вот 4 петли составляют раппорт узора в ширину. Провязываем лицевая, изнаночная, лицевая. Рабочую ниточку располагаем перед работой. Переносим 3 петли на левую спицу, обвиваем рабочей ниточкой и эти 3 петли обратно переносим на правую спицу. Нить затягиваем. 1 изнаночная петля. Еще раз 1 лицевая, 2 изнаночная, 3 лицевая. Нить перед работой. 3 петли переносим на правую спицу. Ниточкой рабочей эти 3 петли обвиваем и обратно переносим их на правую спицу. Нить затягиваем. Провязываем 1 изнаночная петля. И таким образом, провязывая раппорт узора, состоящий из 4 петель, довязываем ряд до конца. В самом конце мы с вами, получается, провязали раппорт из 4 петель, и у нас на левой спице остается 3 петли. Провязываем их лицевая 1, 2 изнаночная и последняя петля кромочная провязывается изнаночной на протяжении всего вязания. Получается, у нас в начале мы провязывали просто 2 петли. И в конце также просто 2 петли провязали. Переворачиваем вязание на изнаночную сторону и будем провязывать 4-й ряд раппорта узора в высоту. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая, и далее вяжем 1 лицевая, 2 изнаночная, 1 лицевая, 2 изнаночная. То есть провязываем резиночку 1 на 1, так же как мы делали во втором изнаночном ряду. Довязываем таким же образом до конца ряда самостоятельно. Мы с вами провязали 4 ряда в высоту. Это составляет раппорт нашего узора. Эти 4 ряда мы сейчас будем повторять далее. Получается, берем ниточку уже белого цвета. И сейчас нитью белого цвета мы будем провязывать первый ряд раппорта узора. Получается, первую кромочную петлю мы снимаем, не провязывая. И далее вяжем 1 лицевая петля, 2 изнаночная, 3 лицевая. Далее располагаем рабочую ниточку перед работой. Снимаем на левую спицу данные 3 петли, обвиваем рабочей ниточкой их и переносим эти 3 петли обратно на правую спицу. Нить затягиваем. 1 изнаночная петля. Данные 4 петли составляют раппорт узора в ширину. Давайте еще раз повторим. Лицевая, изнаночная, лицевая. Ниточка рабочая перед работой.
3 петли переносим на левую спицу, обвиваем рабочей нитью и обратно переносим на правую спицу данные 3 петли. Рабочую ниточку затягиваем и провязываем 1 изнаночная петля. Мы с вами провязали второй раппорт узора в ширину, состоящий из 4 петель. Далее до конца ряда вы провязываете самостоятельно второй ряд узора по изнаночной стороне. Также ниточкой белого цвета мы провязываем все петли по рисунку резиночкой 1 на 1. Встретимся, когда провяжем 2 ряда раппорта узора нитью белого цвета. 2 ряда раппорта узора мы провязали ниточкой белого цвета. Один получается по лицевой стороне и второй по изнаночной стороне. Далее получается после белого цвета берем ниточку синего цвета и третий и четвертый ряд раппорта провязываем ниткой синего цвета. Первая кромочная петля при смене цвета провязывается лицевой. Далее 1 лицевая, 2 изнаночная. И теперь, начиная уже получается с 4 петли, начинаем вывязывать раппорт узора. Провязываем лицевая, изнаночная, лицевая. Рабочую ниточку располагаем перед работой и вот эти вот 3 петли переносим на левую спицу. Обвиваем рабочей нитью и 3 петли обратно переносим на правую спицу. Ниточку затягиваем, провязываем 1 изнаночная петля. Данные 4 петли составляют раппорт узора в ширину. Повторяем: лицевая, изнаночная, лицевая. Рабочую ниточку располагаем перед работой, переносим на левую спицу данные 3 петли, обвиваем рабочей нитью и переносим эти 3 петли обратно. Ниточку затягиваем, провязываем 1 изнаночная. Таким образом провязываем полностью весь ряд до конца. В самом конце у меня на левой спице остается 3 петли, я провязываю 1 лицевая, 2 изнаночная и последняя кромочная провязывается изнаночной петлей. Мы с вами провязали весь третий ряд раппорта. Далее 4 ряд раппорта узора. По изнаночной стороне вяжем все петли по рисунку. 1 лицевая и 1 изнаночная петля. Довязываем, получается, 4 ряд ниточкой синего цвета. И далее еще 2 ряда провяжем ниточкой горчичного цвета. Это 1 и 2 ряд раппорта узора. Встретимся, когда провяжем, получается, самостоятельно 4 ряд раппорта ниточкой синего цвета по изнаночной стороне и 2 ряда раппорта 1 и 2 ниточкой горчичного цвета. Мы с вами, получается, самостоятельно провязали 4 ряд раппорта ниточкой синего цвета и 1 и 2 ряд раппорта ниточкой горчичного цвета. И получается, подъем нашего слитка готов. Подъем вместе с резиночкой составляет примерно 10,5 сантиметров. И далее, после того, как мы с вами связали резиночку и подъем нашего носочка, мы будем вывязывать мысочек и подошву обычным ровным полотном. У меня сейчас на спице 46 петель. На мысочек я отдаю центральные 22 петли. И по бокам у меня остается по 12 петель. Если вы вдруг набирали не 46 петель, а 50, решили побольше набрать петель, тогда на мысочек отдавайте 26 петель, чтобы хорошо петли легли в узор. А по бокам у вас также будет оставаться по 12 петель. Получается, сейчас с каждого края нам нужно закрыть по 12 петель. Рабочие нитки белого и синего цвета я обрезаю, они нам больше не нужны. И сейчас будем вязать только ниточкой горчичного цвета. У нас сейчас идет, получается, третий ряд раппорта нашего узора. Изначально мы с вами закроем 12 петель. Первую петлю я снимаю не провязывая, вторую провязываю лицевой. И первую петлю набрасываю на вторую и спускаю. Мы так с вами закрыли одну петлю. Далее провязываем петлю лицевой, первую петлю набрасываем на вторую и спускаем. Закрыли уже 2 петли. И таким образом мы с вами должны будем закрыть 12 петель. 4 петля,
Край этот не затягивайте, чтобы полотно было эластичное. Закрывайте так далее. Таким же образом получается 12 петель. И у меня здесь на спице должно остаться 34 петли. 12 петель я закрыла. У меня на спице сейчас располагается 34 петли. Первая петля у меня будет идти как кромочная. Далее провязываем 1 лицевая, 2 изнаночная. И начиная с 4 петли будем вывязывать наш раппорт узора. Получается лицевая, изнаночная, лицевая. Рабочую ниточку располагаем перед работой, и вот эти вот 3 петли переносим на левую спицу. Обвиваем рабочей ниткой и переносим обратно вот эти вот 3 петли. Нить затягиваем, провязываем 1 изнаночная петля. Мы с вами вывязали 1 раппорт узора в ширину, состоящий из 4 петель. Повторяем: лицевая, изнаночная, лицевая. Рабочая ниточка располагается перед работой. 3 петли переносим на левую спицу, обвиваем рабочей ниткой и переносим обратно вот эти вот 3 петли. Затягиваем нить и провязываем 1 изнаночная петля. Далее лицевая, изнаночная, лицевая. 3 этих петли обратно переносим на левую спицу, обвиваем рабочую ниточку, переносим обратно на правую. Ниточку затягиваем, провязываем 1 изнаночная петля. Далее лицевая, изнаночная, лицевая. Нить перед работой, 3 петли на левую спицу, обвиваем рабочей нитью и обратно на правую спицу данные 3 петли перенесли. Провязываем 1 изнаночная петля. Получается, мы с вами вывязали 1 раппорт, 2, 3 и 4. Далее провязываем лицевая петля, изнаночная, лицевая. У меня сейчас остается, получается, на спице боковые 12 петель. Сейчас мы их провязываем просто резиночкой 1 на 1. Изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Последняя кромочная петля. Переворачиваем вязание на изнаночную сторону и приступаем к 4-му ряду раппорта узора. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая, и с этой стороны сейчас мы закроем 12 петель. Провязываем 2 петлю лицевой, 1 петлю набрасываем на 2 и спускаем. Мы таким образом с вами закрыли 1 петлю. Следующую провязываем лицевой, 1 петлю набрасываем на 2 и спускаем. Закрыли 2 петлю. 3 петлю закрываем, 4, 5. Край, получается, разровняем, чтобы он не был стянут сильно. Закрывайте так далее, это 12 петель. У нас сейчас на спице должно располагаться центральных 22 петли. И получается, в 4-м ряду мы просто провязываем все петли по рисунку. 1 лицевая петля, 1 изнаночная, 1 лицевая, 1 изнаночная, 1 лицевая, 1 изнаночная. И таким образом довязываем полностью весь 4-й ряд до конца резинкой 1 лицевая и 1 изнаночная петля. Последняя кромочная петля на протяжении всего вязания будет провязываться изнаночной петлей. Вот таким вот образом мы с вами закрыли по краям по 12 петель. Вот эти вот все лишние кончики закрепляем по изнаночной стороне и обрезаем, чтобы они нам не мешались. И далее вот именно вот эти вот 22 петли мыска мы будем провязывать далее на необходимую нам высоту, повторяя раппорт узора с 1 по 4 ряд. Получается, в 1-м ряду 1-ю кромочную петлю мы снимаем, следующие 3 петли мы будем обвивать рабочей ниточкой. Далее петля идет изнаночная. И далее повторяем на протяжении всего ряда. Во 2-м изнаночном ряду мы провязываем все петли резинкой 1 на 1.
В третьем ряду первую кромочную петлю я снимаю, далее лицевая, изнаночная, и начиная с 4 петли мы начинаем вывязывать раппорт узора. 3 петли будем обвивать рабочей ниточкой, 4 провязываем изнаночной. В самом конце у нас останется 3 петли на спице, первая лицевая, вторая изнаночная провязывается и третья кромочная. 4 изнаночный ряд мы вяжем все петли по рисунку резинкой 1 на 1. И таким образом именно вот эти вот 22 петли я буду провязывать на высоту для моего размера ножки 33,5 сантиметра. Вы вяжете именно вот это вот полотно из 22 петель на необходимую вам высоту, которую вы рассчитали для своего размера ножки. Именно длина вот этого вот полотна регулирует размер вашей ножки. Узор, как мы помним, повторяем с 1 по 4 ряд. И получается моя длина для моего размера ноги, так как я рассчитала в самом начале видео, получилось 33,5 сантиметров. У вас это число будет другим. И далее нам надо закрыть эти все петли. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая, вторую провязываю лицевой. И теперь первую петлю набрасываю на вторую и спускаю. Мы с вами закрыли одну петлю. Далее следующую петлю провязываю лицевой, и теперь первую петлю набрасываю на вторую и спускаю. И таким образом мы закрываем все петли. Смотрите, чтобы край этот был эластичен. Сильно не стягивайте его. После того, как все петли у нас закрыты, край мы наши разровняем. У нас осталась одна открытая петля. Рабочую ниточку обрезаем немножко побольше, чтобы сшить вот этот вот шов один. И далее продеваем эту нить в открытую петлю и затягиваем. Далее я беру иголочку с широким ушком и вдеваю нить рабочую мою в иглу. Все кончики, которые нам не нужны, мы прячем по изнаночной стороне самостоятельно. Смотрите, складываем нашу заготовочку вот таким вот образом. И сейчас будем сшивать именно этот шов. Изнаночная сторона у меня находится сверху, лицевая снизу. Вводим иголочку в противоположную сторону, сначала за 2 дужки. И соединяем 2 стороны между собой. И теперь смотрите, каким образом мы будем сшивать этот край. Мы будем, получается, сшивать не закромочные вот эти вот петли, а дужки, которые располагаются сразу за кромочной петлей. Вот эти вот дужки от изнаночных петель. Получается, вводим иголочку в дужку, которая располагается сразу за кромочной петлей. Сначала с одной стороны, затем с другой стороны. Иголочку вводим снизу вверх. Обратно с одной стороны. Затем с другой стороны. И таким образом вы сшиваете весь шов. Ориентируйтесь больше не на кромочные петли, а просто чтобы шов у вас шел равномерно. Вот такой совсем незаметный шов у вас должен будет получиться. Сшиваем полностью весь вот этот вот шов до самого конца. Я, получается, сшила полностью весь шов. Далее это полотно мы разровняем по шву и выводим иголку на изнаночную сторону. Рабочую нить закрепляем по изнаночной стороне и обрезаем. Вот таким вот образом на данный момент выглядит наша заготовка носочка. Теперь мы сошьем второй шов по мыску. Сшиваем таким же образом. Получается, берем ниточку с иголкой, закрепляем ее с одной стороны,
Кончик этот потом спрячем по изнаночной стороне самостоятельно. И теперь вдеваем в другую сторону. И далее, получается, мы будем сшивать таким же способом, как мы сшивали первый наш шов. Вводим иголочку, задушки, которые располагаются сразу за кромочной косичкой. С одной стороны. И таким же образом со второй стороны. Иголочку вводим снизу вверх. С одной стороны. И со второй стороны. С одной стороны. И таким же образом со второй стороны. Вот таким вот образом у нас шов наш выглядит. И далее, получается, сшивайте до самого конца. Таким же образом, как мы сшивали с вами первый наш шов. В самом конце мы иголочку выводим также на изнаночную сторону, закрепим ее по изнаночной стороне и обрежем. Не забывайте только разровнять шов, чтобы ничего не стягивало наш носочек. Встретимся, когда сошьем полностью второй наш шов. Я, получается, сшила 2 шва по мыску, 1 и 2. Далее мы с вами будем сшивать резиночку и подъем нашего слитка. Вот таким вот образом складываем нашу заготовочку. И это наш будет третий шов. Сначала я иголочку ввожу с одной стороны за кромочную косичку. Хвостик мы придерживаем, потом его самостоятельно спрячем по изнаночной стороне. И затем в другую сторону соединяем вот этих вот 2 края. И теперь таким же образом, как мы сшивали 2 предыдущих шва, мы будем сшивать и третий наш шов. Только смотрите, чтобы вот эти вот полосы с одной и со второй стороны у нас совпадали по цветам. Получается, сначала мы сшиваем горчичную полосу, вводим иголочку снизу вверх за дужки, которые располагаются сразу за кромочной косичкой. Затем мы сшиваем синюю нашу полосу. Также вводим иголочку снизу вверх за дужки, которые располагаются сразу за кромочной косичкой. Затем, получается, белую полосу мы сшиваем. И так далее. Сшиваем, получается, полностью весь наш шов таким вот образом. Далее обязательно разровняйте свою рабочую ниточку и прячем ее по изнаночной стороне самостоятельно. Я сшила, получается, шов по резиночке и манжету. Вот таким вот образом он у меня выглядит. Далее рабочую ниточку я спрятала по изнаночной стороне самостоятельно. И нам осталось с вами сшить 4-й наш шов, то есть соединить. Смотрите, вводим иголочку в самый-самый край с нашей рабочей нитью. Также кончики мы не закрепляем, просто потом спрячем их по изнаночной стороне самостоятельно. И именно этот шов мы будем сшивать немножко другим способом. Смотрите, у нас вот идет кромочная наша косичка. Вводим иголочку, задушку от платочной дорожки, иголку вводим снизу вверх с одной стороны и таким же образом со второй стороны.
Вводим иголку в дужку от кромочной петли с одной стороны и со второй стороны таким же образом. Иголочку вводим снизу вверх, обратно с одной стороны и в другую сторону. За дужку вводим от платочной дорожки. Здесь также смотрите, чтобы этот шов и шел равномерно. Если вам вдруг надо будет ввести иголочку в одну и ту же дужку 2 раза, тогда вводите иглу в одну и ту же дужку 2 раза. Главное, чтобы этот шов шился у вас равномерно, и вот этот вот шов по резинке и манжету у вас именно располагался по серединке вашей подошвы. С одной стороны и в другую сторону. Получается, вводим иглу за дужку от платочной дорожки снизу вверх. Вот такой вот шов ровный и аккуратный у нас с вами будет получаться. Сшиваем таким же образом до самого конца шва. Далее обратно шов этот обязательно разровняйте, чтобы ничего не стягивало ваше полотно. Рабочую нить выводим на изнаночную сторону, закрепляем и обрезаем. Я, получается, сшила полностью весь шов. Вот таким вот образом он у меня выглядит. Это наш, получается, 4-й шов. И вот таким вот образом выглядят мои носочки. Очень красиво и аккуратно, а вяжется очень легко. Если вам понравился данный мастер-класс по таким вот чудесным носкам, поддержите меня лайком. Если вы не подписаны на мой канал, обязательно подпишитесь. А мы с вами встретимся в новом видео. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.